Ну все, ты в эфире. Дорогие друзья, вот все вы хотели ее видеть. И наконец-то мне эту блондинку в розовом жакете удалось словить вы только в это время. Утром, да? Мы здесь находимся на Мамше. Ты видела, какая реконструкция, Наталья? Ну, посмотри, да, мне не нравится. Все такое было красивое, яркое. Ты про что спрашиваешь? Про цвет? Да. Мне не нравится. Так, может быть, там какие-то цветочки нарисуют? Может, нарисуют, и мне будет нравиться. В данный момент мне не нравится. Мне нравился красный цвет. Это было ярко, видно издалека. Да. А сейчас облезлое здание. Возможно, еще не доделали. Не доделали. Смотрим, идем. Не знаю. Идем. Так. Может, еще в процессе. Слушай, ты можешь с левой стороны стать? Подожди, я хочу с правой стороны, потому что мне неудобно. Ты же не все будешь снимать, ну. Как не все? Уже прям все. Вот, мы в эфире, как не все. Как не все. Вот камера работает, запись идет, да. Идем. Так, мы на Мамше, дорогие подписчики. У тебя сколько чемоданов? Много. У меня был один, а сейчас 4. Так у меня как бы так, если сравнивать, как я приехала, возможно, это было 3 чемодана, сейчас уже 15. Ну, как 15 бы чемоданов? Оно же за год наживное. Ты что там делаешь? Чем ты занимаешься? Это Египет просто, это магия египетская, она всасывает в себя, всасывает. Дорогие и кто попадает сюда уже, ну, отсюда не выпирается. В общем, какой итог? Итог такой, если вы едете культурно с одним чемоданчиком, то вы тут разрастетесь, увеличитесь во всех объемах, и вам надо будет потом как-то ехать куда-то дальше с этим всем. Ну, не сможете уже уехать, да. Ну, опять-таки. Слушай, а я вот хочу пожить... Кто-то убегает. Есть же такие люди, кому-то чуть не нравится. Вот я хочу пожить немножко в другой стране где-то. Я пока здесь не нажилась. Да? Еще не нажилась. Нет, я не хочу пожить в другой стране, я хочу путешествовать. Я хочу жить здесь. А путешествовать хочу, ну, вот так вот на 14 дней, не больше, по другим странам. Вот. А так, чтобы жить где-то, принять такое решение, что где-то лучше, чем здесь, но это все иллюзия. Я не верю в это. Везде мусорка, везде. Что в Испании, что в Италии. В Италии вообще вонь. Да. Просто вот люди странно говорят, что в Египте мусор. Да везде. Вы в Америке были? Понятно. Американские вот эти дешевые районы видели? Понятно, там, там такое, что Египет прям рядом не стоял. Ну, это просто пиздец, всегда можно вот так вот. Да. Ты знаешь, это просто я же поснимать хочу, что-то показать людям другое, я поэтому хочу поехать, понимаешь? Ну да. Ну так ты сколько тут, Наталья? Так путешествовать, да, все люди любят, нормальные люди всегда хотят видеть что-то новое в своей жизни, познавать новое. Ты сколько тут, Наталья? Год. А я 6 лет, как ты думаешь? Ну, конечно, хочется путешествовать. Ну да, так что вот. Ну, насчет жить, это слишком скороспелое решение такое вот. Ну да. Так, мы направляемся на пляж Машрабия. Сейчас тебе покажу люк, где моя подруга упала, слышишь? Ух ты! Что ух ты? Как так? Это задрала голову, типа, и... Нет, ничего не задрала голову. Общалась с Викторией? Нет, меня не было. Меня не было рядышком, нас с детьми было. Что ты, ничего веселого нет. Ну я же не знаю это. Ты мои видео не смотришь, значит? Ну потому что я вся в работе и в делах. Ты можешь быть в работе, но включить пусть идет. Я что-то приехала сюда и как в какое-то рабство попало. Какое рабство? Рабочее, да. Это неплохо. Наталья занимается тем, что дергает волосики, я хотела. Так что добро пожаловать. Из всех частей дергаешь, да? Из всех частей дергаю, да. Так дергаю, что прям спину лечила уже. Что они больше не вырастают. 2 месяца спину лечу, никак не могу восстановиться. Так, задергалась я очень. Так что, дорогие подписчики, если вам нужно что-то подергать, обращайтесь. Да, выдернем все лишнее. Все лишнее. Слушай, а мужчины ходят дергать? Да, они ходят, но я их не беру. Понятно. Вот. А в салон я не видела, чтобы приходил мужчина. Да? Как бы, в принципе, нормально в салон, как бы, если приходит. Но как-то они вот такие вот странные мужчины, когда даешь рекламу где-то там. Ну вот мои знакомые подружки, они приходят ко мне. Вот и мужчины прям лезут ко мне, лезут. Я говорю, приходите в салон. Адрес даю. Никто не пришел. Значит, так надо было. Ну да. Они хотят, может, чашечку кофе с тобой. Ну, я не со мной, а просто не так уж им надо, я так поняла. Надо другое.
А на другое. Видишь, вот тут камень поставлен, видишь? Вот тут она провалилась. Стала на доску, а доска пошла вниз. Вот эта доска, видишь? Очень, да, страшное дело Вот такое. ты себе представь, это если ребенок может голову разбить. Ребенок и не И ребенок. не только тоже, голову да. вообще. Зная боль спины, все это, Конечно, можно. я прекрасно, понимаю, как это страшно. Да. Слушай, какой воздух приятный Это утренний, вот да? это, да, такая? Да. Интересный такой вход. Ну, да. Ну, Вот вот тут. пляж, на Good котором morning. я за год еще ни разу не была. Давай, бери за один день. Вход на Машрабею первый раз в моей жизни. Надеюсь, не последний. Просто некогда, не доезжаю до сюда, далековато от дома моего. Далековато. Так, я вот думаю, где мы будем садиться беседовать. Мы сейчас еще побеседуем, дорогие подписчики. Там, где тепленько. Тепленько. Там, где кости прогреть Ты хочешь? можно. Наталья, ты хочешь на крыше? А если там нету сильного ветра, то почему нет? Можно везде. Послушай, мы купили билеты, не знаю, сколько я тут буду. Ну, По времени сегодня, мне кажется, можно и там, и там, и там как это и там? погулять. Да? Ну да, А вот да. это вот что, номера какие-то? Это, Бывшие. да, это же раньше люди тут жили. А теперь нет, да? А теперь вот, Очень хорошее расположение, очень жаль, что что всё они разрушено. не закончены. Их можно Да. закончить и сдавать, знаешь. Очень красивое место. Закрыто тут. Ну вот как-то Ну, вот они такие маленькие, ну представь, как бы классно никому было. не надо, да? Да, вот? да, никому не надо. А представь их арендовать вот тут вот. Правда? Представляю. У многих отелях вот такие вот комнатки. Здесь прям на пляже, выход к морю. Смотри, на пляж. либо мы будем сидеть вот тут вот разговаривать на сцене вот этой, либо вон на крышу идем, там тоже очень романтично. Хочешь? Где он там на крыше? Да. Пойдем на крышу. Как-то Пойдем. здесь на сцене как-то голодно и холодно вообще-то. Голодно и холодно. Пойдем. Да, а что немножко на пляже посидеть нет? Так все можно, просто я же думаю, что сначала, может быть, и поговорим, потому что, ну как, Еще хочу забежать кое-куда. кое-куда. Доброе утро. Я хоть О, пляж посмотрю. здравствуйте. Смотри, какая красота. Я же буду купаться, я же купальник взяла. Пойдем на крышу. Нет, я со своей спиной пока не буду. Да, Подожди, ой. дай я посмотрю на пляж, мне же Ну, интересно. сейчас вернемся. Мне же интересно. Смотри, тут прекрасный вход. Ага. Так вот идем дальше. Идем. Они все меня боятся с камерой. Пойдем. Быстро вон туда. На-на-на-на-на. Доброе утро. Доброе утро, Виктория. Мы идем на крышу. На крышу дома. И на веревочке идет такая Наталья на веревочке бычка идет на крышу. Видишь, говорит, это Накинула удавочку, все-таки накинула на Да. шею. Затянула в свои сети ютубные. ютубные любовные сети. А вот это вторая часть, Наталья, а вот это третья часть. Ну, идем мы там. А то видишь, тут вот. Пойдем обойдем, а то что там придется лазить. Ну, неплохой пляж, да. Он поделен на 3 части. Ты уже вот увидела. Бассейн относится к средней части. Так что если вы сюда придете, вы можете выбрать А любую бассейн не прогревается, конечно же. А Наталья даже не знаю. Думаю, что нет за 100 фунтов. За 100 фунтов. А у них бассейн отдельно платится, по-моему. А, не, по-моему, если ты платишь на тот пляж, тогда да, пожалуйста. Так, идем на крышу. Свидание на крыше. Вот душ сделали, видишь? Ага. Вот туалетик. Наталья, дорогая, ну вот расскажи подписчикам, они решили, что ты давно уже уехала, бросила Египет, тебе ничего не получилось. В общем, расскажи. А мне все равно, что они думают. Да? И да, я пропала, потому что мне все равно, кто что думает. Люди так устроены. Буду я делать так, они будут думать что-то нехорошее, буду делать это, они все равно будут придумывать что-то. Поэтому какая разница, что я делаю? Осталась, я уехала. Мне вот, например, стало неинтересно почему-то. Вот. Я живу здесь для себя. Мне здесь очень хорошо. Просто обалденно Ты хорошо. почувствовала по здоровью, что тебе вот хорошо?
Да, почувствовала, нет, ну, как здоровье, я ж не могу стать моложе. То есть время Не. вспять нельзя провернуть. Есть такие болячки, которые, ну, в принципе, ты все равно будешь переживать по возрасту. Мгм. Вот, конечно, я как нормальный человек переживаю, все к врачам хожу, и вот, но это не мешает мне получать удовольствие от моего любимого моря, климата. Я сюда к нему приехала. Да? Вот. Есть еще некоторые причины. Я не считаю нужным вообще о них говорить, и кому это интересно, и даже мне не интересно уже. Да? Ну, в общем, ты Вот. целыми днями чем занимаешься? Работаешь, да? Работаю, встречаюсь с интересными людьми. То есть в последнее время мой круг общения очень сузился. Вот, у меня очень избранные люди остались в друзьях. Вот, я стала более щепетильно относиться к дружбе, к новой дружбе. Вот, я как-то, не знаю, может быть, как-то духовно немножко даже выросла здесь за год. И стала на жизнь смотреть немножко иначе, стала на людей смотреть немножко иначе. У меня пропала вот эта потребность бежать куда-то, что-то доказывать, с кем-то знакомиться, что-то объяснять, кого-то спасать. Вот. Даже кому-то, если плохо, то 50 на 50 я всегда отношусь. Если человек действительно приходит ко мне и просит совета, говорит, посоветуй, помоги, пожалуйста, обязательно помогу. А если вот он изображает, заламывает ручки, жертва там, вот так ей плохо, и обращается вообще непонятно к кому, вот пожалейте, помогите, то у меня негативное отношение к этому, потому что я знаю, что не нужна помощь этому человеку, ему надо, чтобы его просто подбрасывали так, восхваляли. Да? Да. Поэтому все советы и все, что ему говоришь сделать, он не будет делать. То есть это зря потерянное время, энергия, и потом ты же остаешься виноватым, потом тебе это все возвращается, вот этот негатив. Да, я даже где-то еще читала, знаешь, если ты даешь, допустим, советы, а человек ничего не исполняет, не готов выслушать и принять. Он даже не слушает, да. Даже, получается, идет как бы минус нам. То есть мы даем совет. Отдаю свою энергию, да, и как будто я высосана. То есть я не вижу своего результата. Все говорят, а что ты хочешь, благодарности? Не надо мне ни денег, ни благодарности, я ничего не хочу. Я хочу видеть результат. Если я потратила свое время на человека и хотела ему помочь, я хочу видеть результат, что человеку стало лучше. И когда я не вижу этого результата раз, два, три, и плюс я еще чувствую себя виноватой в том, что мне так рассказали, что я в чем-то виновата там же. Что ты посоветовала, Что я посоветовала, либо не так посоветовала, либо... и все, и сразу... Ну да. Вот мое отношение к жертвам. Да. Слушай, а ты хочешь рассказать эту историю, как вот подписчица моя к тебе пришла знакомиться, любить? Нет, я не хочу ни про кого лично рассказывать. Расскажи без имен, расскажи. Может быть, это проскользнет как-то. Тогда меня тоже они нападают со своей любовью. Я не знаю, куда убежать. Некоторые. Больные люди, я не знаю, чего они хотят. Мне тут рассказывать нечего, потому что рассказывать нечего. Да? Я не люблю про больных людей что-то рассказывать. Ну да, не будем. Вот. Они нас атакуют время от времени. Очень много людей, да, они атакуют любовью, хотят задушить, вписаться в друзья, хотят, вот они, это, я считаю их, это особая порода шизофреник. Вот они просто решили, вот это инфантильность такая особая, когда человек что-то увидел где-то, блестит, а у него этого нету, а ему это хочется. И вот он хочет это присвоить, и он считает, что вот сейчас я куплю ему пиццу, там приглашу куда-то поужинать, и он обязательно станет моим другом и будет делать все, что я ему скажу. И будет мне благодарен за эту пиццу, и мы станем с ним друзьями, и я буду на него сливать все, что... Кто не хочет слушать это, вот он станет... Вот, я не знаю, о чем они думают, что в их голове, то есть это какая-то определенная фантазия какого-то образа дружбы, где он поглощатель этой дружбы, где он хочет только брать. А дать он ничего не может, так как он даже не может выслушать. Ему не интересна моя жизнь, ему не интересно, какой путь я тяжелый прошла, ему не интересно, почему я мыслю так, а не этак.
Ему не интересно, почему я поступаю так, а не так, почему я так думаю. Ему вообще ничего не интересно, абсолютно. Он даже знать не хочет, он даже раздражается, когда я высказываю какую-то свою мысль. То есть этому человеку нужно именно так, как он хочет. То есть он себе нафантазировал, и он ломит, вот прям как границы ломает. Да. И это может быть маленькая, нежная девочка. Это не обязательно должен быть какой-то огромный мужик такой, абьюзерный такой вот, с таким подбородком. Это маленькая. Это может быть маленькая, нежная, абьюзерша. девочка с такой нежной кожей, которая никогда не ругается матом, которая вся такая в платочке, такая вот прям... Божий одуванчик. Божий одуванчик, Матрёна, которая мыслит только исключительно позитивно, и не дай бог ты при ней скажешь слово «какашка», она тут же покроется пупырышками. Да ты что? То есть, ну, вот доходит, до такого. Поэтому, я очень избранно отношусь к друзьям, еще раз Это повторяю. с Ютуба моего Ютуба. Стать моим другом очень тяжело после того, что я пережила, когда я приехала сюда, поэтому не все так было гладко в моей жизни, когда я приехала. Мне пришлось пережить 2 огромнейших скандала, очень неприятных. Вот. Но я их пережила, я стала более мудрее, умнее. Вот. Поэтому сейчас втесаться ко мне в друзья очень сложно, очень. Слушай, ну с возрастом мы так устроены, что нам не надо много. Не надо много. В принципе, Понимаешь? вообще не надо. Да не надо даже вообще. Друг – это тот человек, который приходит в свою жизнь незаметно. Да. Он приходит без слов. Он приходит как часть тебя. То есть он в тебя как встроен в твою жизнь. Он делится с тобой без слов. Он уже здесь и сейчас. Вы с ним чем-то обмениваетесь. И поступки, они уже совершаются. То есть невозможно... прогнозировать дружбу, и невозможно ее сделать вот искусственно. Я хочу, чтобы вот это мой друг был. Вот я пошла что-то для этого делать. Давай бы ты будешь... Это не работает так. Это не работает. Такое чувство, что друзья нам, как и любимые люди, они, наверное, как из выше даны, либо не даны. Вот они просто приходят в нашу жизнь молча и как-то встраиваются в нее. Да. И ты даже не спрашиваешь, хочешь ты его, не хочешь, ты его уже чувствуешь. Он уже по факту твой друг. То есть он уже участвует в твоей жизни, он является частью тебя, как твоя рука, нога. То есть это так происходит. Это невозможно инфантильно захотеть и увидеть, заблестело и что-то присвоить себе. Да. А что ты говоришь, тебе больше всего понравилось в этом видео с Валерией? В том, что человек, в данной ситуации женщина, полностью осознает свою ответственность. Вот. Это очень редко бывает, и приятно, если бы каждая жертва вот настолько глубоко осознавала не свою вину, вот как инфантильные личности все думают, ты меня обвиняешь, и я ни в чем не виновата, и сразу в защиту, защищать себя, типа, я ни в чем не виновата, это он плохой. Никто не спорит, что он хороший, конечно, он плохой, но речь идет об ответственности, о самоответственности. Вот. Поэтому, может быть, жертва ничего для себя и не сделала изначально, чтобы не попасть в эту ситуацию. Но главное, что она осознала. Вряд ли она уже попадет второй раз. Она проанализировала, осознала. И, конечно, можно было поступить иначе с самого начала, с самого старта, с самого источника. Вот. Просто не выбрать эту ситуацию. А жертва выбирает эту ситуацию. Вот. Поэтому так получается. Вот это и есть ответственность. Не выбирать то, что тебе ничего, в принципе, не даст и не принесет. Да. А это видно в самом начале. То есть женщины не различают, где совершаются поступки, а где совершаются просто слова. Они просто не различают. Для них слова – это те же поступки. Почему они так не видят разницы, я не знаю. Вот. А еще я люблю говорить, что очень не нравится жертвам. Они обижаются и начинают
Когда я говорю, что абьюзер – это зеркало жертвы, то есть это, в принципе, одно и то же, одна палка. И они не понимают, почему. Да я не такая, я такая хорошая девочка, я у мамы молодец, я пеку пирожки, хорошая хозяйка, я добрая, заботливая, нежная. Да не в этом дело, а дело в отношении к себе самой. Ты для себя, любимый, что сделала, кроме как наобещала с 3 короба, там, нафантазировала себе. Как сейчас модно вот это эзотерика, шизофреника, вот это вот все себе сфантазировать и поверить в эту фантазию и по факту ничего не сделать. Ничего вообще, никаких действий не совершить. Просто сфантазировать и тупо верить в это. Так вот, абьюзер, он это как зеркало. То есть он не такой, как жертва, но он отображает ее отношение к себе. То есть вот он говорит, он фантазирует, он поддакивает, и он ничего не делает. И почему жертва делает выбор его, абьюзера? Ну, потому что для нее это нормально. То, что он ничего не делает, а просто фантазирует и говорит, в ее мире это норма. То есть она сама так живет. То есть он ее отображает. То есть она выбирает его и говорит, и начинает его оправдывать, и говорит, что у него все получится, у него все будет, у нас будет все хорошо, он старается, он любит меня, он говорит, что она не видит разницы, что он ничего не делает, делать не будет. Вот. А другой человек, который не с деструктивным отношением к себе, а более такой деятельный, который совершает поступки по отношению к себе самой, действия реальные совершает, он никогда не выберет человека, который просто говорит. То есть для него это будет уже инородное тело. Он не сделает выбор в ту сторону. Он не будет заслуживать любовь, он не будет фантазировать, он не будет жить завтрашним днем. Вот. Поэтому я и говорю, что абьюзер, он как бы одинаковый с жертвой. То есть это, в принципе, одно и то же. То есть жертва всегда выбирает мужчину, либо подругу, которая относится к ней так же, как она относится сама к себе. Вот. И она не видит разницы. И многие, даже пережив тяжелые моменты в своей жизни, они вот этой разницы тоже не видят, не понимают и урок этот не усваивают. То есть они не говорят, что да, я все-таки была ответственна за свой выбор. И нет, они так не говорят. Они бросаются в защиту и продолжают обвинять во всем абьюзера. А он просто вот как растет кактус, либо ползет паучок, там, червячок. Он просто такой. Есть много других людей, но ты выбрала именно его, потому что он отображает твое отношение к себе самой. Он для тебя родной. Ты его понимаешь как себя саму. А человек, который совершает действия по отношению к тебе реальные и не говорит никаких слов, ничего не обещает на завтра, он для тебя инородный, ты его не понимаешь. Тебе кажется, что он тебя не любит. Ну вот так. Поэтому осознание вот этого всего, вот этого, это очень хороший шаг. Вот мне в этом видео понравилось именно вот это. Вот я тебе говорила, сразу его стала смотреть, это видео, и как-то так вот, да, конечно, жалко, очень жалко, что так все случилось, и огромнейшее сострадание, и, вот меня даже разозлило, думаю, ну как так, вот как ты могла выбрать такую ситуацию, такая красивая женщина, и ты выбрала, сделала такой выбор, как так? А потом слушала я ее дальше и смотрю, когда человек раскрывается, осознает и говорит, да, девочки, я совершила вот такую ошибку, и уже все, в моих глазах этот человек становится вот мудрым. Все, он помудрил. Это вот самое-самое приятное, что в этом видео самое главное, когда человек осознал. То есть этот урок пошел ему на пользу. Вот. Осознают ли зрители, другие женщины, это не факт. Не факт. А видишь, сколько абьюзеров, они же вкладывают в начале, они и подарки. Так вот, я про это говорю, меня это бесит. Вот я злюсь. Вот я начинаю злиться и отворачиваюсь от таких ситуаций. Я уже говорила, что
я не люблю жертвам помогать, потому что они сами своими руками создают эту ситуацию. Не-не, я имею в виду, что некоторые абьюзеры, многие абьюзеры, они вначале, наоборот, как принцы с Голливуда. Да ничего они не вкладывают. Ну что, вот когда вот одна девочка писала тоже в соцсетях, что попала, да, в такую тяжелую ситуацию, и в самом начале говорит, вы знаете, все было очень хорошо в самом начале, он для меня сделал абсолютно все. А потом стала рассказывать буквально в следующем предложении звучали слова, что вот я за все оплачивала, я за все несла. И я спрашиваю, а что же он для тебя все сделал? Вот это вот есть вот это вот неразличение. Да что он для тебя сделал все? Вот что в это все вошло? Он для тебя вообще ничего не сделал. По факту ты с ним жила, ты отдалась ему, ты отдала себя, свою жизнь, свое тело, ты забеременела от него. А что он для тебя сделал, вот чтобы ты вот это все ему отдала? Вот что он для тебя ничего не сделал, он тебе не сделал официального предложения, он тебе не создал базу для семейную, он тебе не создал основу для того, чтобы ты родила, он для тебя вообще ничего не сделал. Вот что, он тебе круассан купил, кофе с булочкой купил, что он все, он для меня все сделал, что все? Да. Ну что все? И вот все жертвы говорят, что он в меня так вкладывал. Да что он вкладывал-то? Что он вложил в вашу семейную жизнь, чтобы ты чувствовала себя в безопасности, и чтобы в случае чего, а вдруг он умрет там или еще что-то, ты с ребенком оставалась тоже в безопасности. То есть, ну, что он сделал для тебя в чужой стране? Ты приехала, ты не имеешь тут никаких прав. Что он для тебя сделал? Ничего. А ты говоришь, что он сделал для меня все. Что он меня так много... Что он вкладывал-то? Да, что он там купил? Да Дом на твое имя. Да что он вложил, я не понимаю вообще. Вот у меня есть подруги, они замужем за египтянами. И давно, по 15 лет у них есть дети, они живут очень хорошо. Там муж реально вложил на самом старте в семью. Вложился так, что ей не за что было переживать. То есть она была спокойна даже в случае развода. У них было все полностью в контракте расписано, написано. Было организовано место жительства, дом. У них все это на муже, все это он организовал. Она абсолютно ни о чем не думает, кроме вот воспитания детей. И она может работать, то есть полная свобода, то есть хорошие отношения друг с другом. Ну, семью создал муж, не она. То есть он она хотел... в эту семью, да, просто вошла и пользуется его благами. Родила ребенка, растит ребенка, ухаживает за своим мужем, то есть она свои женские обязанности выполняет. Плюс она свободна заниматься хобби, работать, что хочет делать. Все, семью создал муж, не она. А наши девочки пытаются сами создать семью, как будто они мужики. Еще бизнес открыть на кого? Еще бизнес открыть на него. То есть это вот эту ошибку, которую они совершают, это дикость. И когда им это говоришь, они, а что? Мы современные люди, мы европейцы, мы так привыкли жить. Да где вы что? Это Египет, сумасшедшее. В Европе вы привыкли жить, и там законы и государство, оно иначе относится к вам. В случае чего, что бы ни случилось, это в Европе совершенно другая жизнь. То есть там вы можете так себя вести. Здесь, в Египте, вы не можете так позволить себя вести. Вас не будет государство защищать, законы не на вашей стороне. Вы не можете 50 на 50 даже жить здесь, не говоря о том, что вы взяли полную ответственность за мужика. Ну, то есть это дикость вообще, это глупость, это отсутствие, не знаю, так, чтобы не обидеть, отсутствие разума вообще. А египтяне, они знают вот эту нашу фишку свободы, типа вот свободная женщина, и они манипулируют этим. То есть давай 50 на 50, либо а что тут такого? То есть, а как? И начинают давить на любовь. Какая любовь? Ты меня любишь, вот ты мне что, только деньги от меня хочешь, а без денег ты меня не любишь. Ну при чем тут любишь? А ты любишь. А ты любишь. У меня здесь несколько человек и говорили... Любит действие. Когда человек любит, он совершает действия. Это не слова. Так вот ты сам любишь, что ты сделал. В чем твоя любовь заключается? Сначала должен сделать шаг первый мужчина, показать свою любовь в действии. Потом делает второй шаг женщина. Так природой задумано. Это правильно. Это относительный мир. Это закон относительности, который нужно
уважать. Вот. Ну, почему женщины так себя, свое вот право женское уничтожили, и зачем они это делают? Вот что они думают, что мужчина им будет благодарен за то, что она ему дом построила, машину подарила, семью? Да они самцы, у них природа другая, им нафиг это, да нафиг им не нужна эта семья. Вот в таком виде, когда он в ней инвалид, никто. Не будет... Семья нужна тем мужчинам, которые взяли ответственность, сами организовали эту семью, вот тогда она для них ценна. Когда у них смысл есть этой семьи, они знают, куда они идут. А когда им все готовое принесли, и он там просто ребенок, ему эта семья 100 лет не надо. Ему надо вот это вот брать только вот. И сегодня ему дают здесь на 5 рублей, а завтра ему где-то в другом месте дадут на 10 рублей, и он не будет благодарен ни за машину, ни за квартиру, он пойдет там, где дают больше. То есть это такова природа человеческая. Это уже не семья, то есть женщина не может семью организовать, это делает только мужчина. Тем более в стране, где мужчина создает здесь основу семьи. Если у мужчины нет финансов, если он не может вложить, создать основу, купить квартиру, купить все необходимое для семьи, он по исламу, по Корану как бы не имеет права вообще жениться. Ну, женится почему-то. Почему-то, не знаю почему. В исламе четко сказано, что мужчина, который не может, который не имеет работы, не имеет нужного дохода, который не может купить квартиру для будущей жены, он не имеет права жениться. Но женится. Но все равно женится. Потому что женщина допускает это. А потом пусть не жалуется. Что я могу сказать? Шикарная речь. Всем понравится. Нет, не понравится, будут обижаться, как обычно. Процентов, наверное, 95% женщин, они Это я знаю, что с одной беседой... будут ненавидеть вот эту речь, потому что им почему-то кажется, что быть женщиной – это унизительно. Это унижает их человеческое достоинство. Почему-то нас так воспитывали, и поэтому у нас постоянная борьба за... Вот эта вот борьба доказать, что я женщина, я человек. Вот откуда у нас это вот... Если я женщина, я не человек, я еще какой человек? Да? Я такой огромный человек, что я намного больше человек, чем мужчина. То есть моя природа настолько... Женщина – это основа всему. То есть моя природа настолько первостепенна, и женщина об этом не знает. Но нам почему-то в нашем совке почему-то внушили, и вот здесь в Египте почему-то как-то... Хотя нет, почему? Обратим внимание, арабки и египтянки, они так не считают, как мы. Они не борются за равные права. Они знают свою природу, они знают, что они главные, и они сидят на троне и ждут, пока к их ногам принесут дары. То есть они никуда не торопятся. Вот обрати внимание, вот здесь, в культуре, где вроде бы как женщина на втором плане. В любом случае, все к ее ногам. В любом случае, она первостепенная. Я так не думаю, что здесь женщина на втором плане. Вот. Я думаю, что здесь... А почему нас так воспитали в совке, что мы женщина, не человек, мы какое-то непонятное там, и мы должны постоянно доказывать, конкурировать с мужиком за право быть человеком, то есть бежать, работать, покупать, то есть бояться быть в зависимости от него. Но тут же не боятся арабки быть в зависимости от мужчин, они не боятся. Они, мало того, что они идут туда с удовольствием, они еще имеют кучу прав, и грамотно нужно войти. Грамотно нужно. Потому что они имеют кучу прав. У них есть куча прав. А мы свои права просто просрали. У нас тоже есть эти права, просто мы ими не пользуемся. Ну да. Мы хотим быть мужиком.
ну, мы являемся мужиком. А вот мы же никогда не говорим, что, допустим, бывают мужчины богатые, возрастные, они знакомятся с женщинами, с молоденькими и не с молоденькими, и спонсируют их. И мы считаем, что это нормально. Ну, нормально, да? Нормально. А почему мы считаем, что женщина, которая приехала в Египет, европейка, богатая, ну пусть она возрастная, неважно, начинает спонсировать молодого мальчика. И он где-то, ну, обманул ее, ну, как и молодые девочки тоже обманывают, возрастных мужчин тоже. Почему такая трагедия? То есть ты же сама подписалась быть мужиком, быть спонсором, быть, Так, дело в том, что, знаешь, купить молодость. Ты же сама сказала, что Да. я на равных с мужчиной, что я такой же человек, как и мужчина, и я имею право себе в жизни делать тот выбор, который я хочу за свое бабло, и я имею право делать все, что хочу. Ну вот ты и делаешь все, что ты хочешь. Ты купила ему квартиру, машину, вот, ты ему организовала. Ну, ты этого хотела, ты это получила, а откуда столько слез и столько трагедии? Вообще все, что существует в мире, имеет место быть, просто как человек к этому относится. Вот в чем дело. Если всех все устраивает, то все хорошо. Почему сразу всех все устраивает, а потом, когда у тебя отжали квартиру, машину, еще что-то, ее уже сразу не устраивает? А почему тебя не устраивает? Это закономерно. Но она не ожидала, что будут отжимать. То есть она думала, что она самая хитрая? То есть у всех отжимают, а у нее нет? Нет. То есть нужно понимать, куда ты идешь и чем ты рискуешь. И если ты человеку что-то покупаешь, то ты должна забыть об этом, Ну а не да. требовать потом возврата. А что еще назад требуют? Как ты говоришь, не ожидали, что вот так получится. Не ожидали, что квартира уйдет с молотка. С молотка. Ну ты же семью организовывала, правильно? Ты же была мужчиной. Вот ты же хотела своей девочке купить квартиру. Своему Хабибке. Ну ты купила, ну радуйся. Да что не так? Вот он забрал эту квартиру, живет себе счастливо, радуйся. Ну а как еще она хотела? Ну все как бы имеет причина и следствие. Относительный мир имеет свои законы. Вот, например, если ты хочешь сварить рисовую кашу, да? Ты же не берешь для этого горох, гречку или какие-то ингредиенты, из которых не получится рисовая. Ты берешь именно рис. Ты берешь рис, воду, и ты соблюдаешь рецепт. То должна быть какая-то рецептура. Это и есть законы относительного мира. То есть ты должна взять нужные ингредиенты, и у тебя получится следствие. Рисовая каша, у тебя не получится гречневая. Вот так работают законы относительного мира. И их нужно уважать, учитывать и понимать. Какой ты делаешь выбор, что из этого следует, и что у тебя должно свариться. Вот. Но не все учитывают это, и поэтому получается вот такая белиберда.